Здравствуйте. Меня попросили, один из подписчиков спросил, или я могу рассказать, что говорит канадская СМИ по поводу лабораторий, биологических лабораторий на Украине. Значит так, напомню, канадская СМИ абсолютно полностью поддерживает Труда и его партию. Мы это заметили в освещении конвоя свободы, что происходило тогда. Они даже не называли его конвоем свободы. Они так и писали так называемый конвой свободы. Слушайте, чушь полная, как бы, если я назову что-то каким-то именем, ну вот оно так и называется. Это не так называемое. Вот, например, Труда премьер-министр. Я же не могу сказать так называемый премьер-министр Труда. Он премьер-министр. Вот это конвой свободы. Люди, которые его организовали, назвали его конвоем свободы. Значит, это конвой свободы. Значит, так называемый конвой свободы. Им просто тяжело было сказать конвой свободы, потому что могли люди подумать, что действительно за свободу пошли демонстрации. Но дело не в этом. Вернемся, значит, к СМИ. Насчет лабораторий, канадская СМИ просто как попугай повторяет то, что говорит американская СМИ. Они, в принципе, не дают официально свое мнение по этому поводу. Они просто говорят, что вот Америка заявила, что нету лабораторий, Россия заявила, что да, есть лаборатории, Китай пользуясь моментом, тоже добивается от Америки пояснений по поводу лабораторий и так далее. Как бы никто из них не показал, как Нуланд на прямой вопрос сенатора, есть ли биохимическое оружие на Украине, не смогла ответить нет, а перевела тему на то, что там есть просто биологические исследовательские институты и так далее. Как бы никто этого не показал в канадских СМИ, никто до конца не показал, что именно она говорила. Показывали там, они, да, показали отрывок, где она сказала, что если будет использовано биохимическое оружие на Украине, то это обязательно будет Россия. Ну, вот так вот как-то. Вот этот отрывок они, да, показали, а отрывок, где она не смогла ответить нет, они не показали. Опять же, из западных СМИ единственные, которые, да, это показали, да, это осветили, это Fox News. Есть у меня, кстати, ролик я снял, бывший кандидат в президенты Америки в 2020 году, женщина, на нее наехал там сенатор Митт Романи, назвал ее предательницей, преступницей и так далее, за то, что она, видите, соизволила сказать то, что не подходит под нарративу американского правительства. Но я отдельно сделаю, я уже скачал этот ролик, чтобы поднять его, и только вот сделаю перевод, сделаю небольшое вступление к нему и подниму. Вот, ну, опять же, канадские СМИ толком так вот не освещают эту тему, только вот как бы понаслышке, как бы свое мнение они сильно не высказывают. Труда тоже, в принципе, ничего не высказывал по этому поводу толком. Ну, они только кидаются, что это все это русская дезинформация, это все неправда и так далее. Но конкретных заявлений как бы не было. Что да, было, например, они очень сильно осветили демонстрации противовоенные в России. Во-первых, сразу скажу, в ту секунду, что есть демонстрация, мирная демонстрация, где люди выходят, высказывают свое мнение, для меня это законная демонстрация. И неважно, это в Канаде или это в Петербурге, и неважно, против чего они бастуют и против чего они идут демонстрации. Это мирная демонстрация, люди собрались мирно, без оружия, высказывает свое мнение, это называется свобода слова. И я очень рад был увидеть, что в России есть много людей, которые могут выйти. Они не ходили там, не кричали против Путина, ничего такого. Да, в принципе, нет войны, это против политики Путина, но именно как бы там не было ничего такого крайнего. Вот. Но вот то, что они вышли, во-первых, уважение, как бы не боялись, вышли, знали точно, что будут арестовывать, будут разгонять и так далее. Но вот они вышли. Это значит, что да, есть люди, которые свободно думают в России, и если есть что-то, что им мешает, они могут подняться, выйти на демонстрации и так далее. Я не буду затрагивать точку, там многие скажут, это финансируется Америкой, это то, это подстрекается. Это не важно. Люди вышли мирно и высказали свое мнение. И покуда не началось
каких-то преступлений, там, драк и так далее, им надо дать право высказать свое мнение. И это касается всех стран мира. Опять же, иначе какая же, черту, демократия? Вот. Но вот они это осветили. И вот у меня, я вот ждал, чтобы Труда, чтобы что-то сказал по этому поводу, что вот, демонстрации. Я так и не нашел никакого высказывания его там в Твиттере, чтобы я мог ему ответить. Но вот мне просто такой вот интересный вопрос. Вот, да, эти демонстрации тоже разгоняли, там арестовывали людей и так далее. А что Труда бы посоветовал Путину делать с этими демонстрациями? Вот Труда как сейчас должен выйти и сказать, что я поддерживаю эти демонстрации, это настоящая демократия, то все, в то время как у себя в Оттаве у него вышла демонстрация, и он их разгонял лошадьми и принял чрезвычайный акт. Вот я вот только жду, чтобы он что-то ляпнул, чтобы я мог ему просто спокойно ответить там, что эй, посмотри в зеркало, осел. Посмотри на себя, как ты разгонял свою мирную демонстрацию. Опять же, мое мнение, любая мирная демонстрация должна быть дозволена правительством, если оно действительно считает себя демократическим. А если не считает себя демократическим, так скажите просто, я диктатор. Вот Труда должен заявить, что он диктатор официально, потому что он таким и является. Вот. Вот это они, да, освещали, но тоже мельком там написали, что куча арестованных, то все. Как бы они сильно в подробности не вдаются в эти. Опять же, я не уверен, что они хотят, чтобы другие люди знали, что есть в России люди, которые против войны и так далее. Они стараются всю Россию покрасить под один цвет и так далее. Вот. И есть еще, кстати, один из бывших работников ООН, вот он написал интересную статью, тоже я ее нашел. Значит, с 1900, он там все описывает, но что самое такое интересное, там, с 1945 года до 2001 года 87% войн были инициированы Америкой. 87%. И это до 2001 года. Это не включает Ливию, не включает Афганистан и так далее. Как бы. 81, извиняюсь, процент были инициированы Америкой. Каждый раз, что Америке что-то не нравилось, будь это Панама, будь это Гаити и так далее, они заходили и наводили американский порядок. Неважно, президент был республиканец, демократ, это абсолютно не важно. Они все это делали, кроме Трампа, который, да, был республиканцем, но в принципе ему было по барабану, по-моему, что на республиканцев, что на демократов. Он больше тянул политику улучшения жизни американцев и сделать Америку великой опять. Причем самое смешное, что как бы все американцы до сих пор считают себя великой. Что же он хотел сделать ее более великой или как? Что значит сделать великой опять? Как бы, потому что люди уже начали понимать, Америка катится. Вон сейчас Саудовская Аравия, которая просто еще чуть-чуть и разорвет все отношения с Америкой, походу, так чувствуется, потому что они катятся с откоса, их отношения, и не просто так. Они вот сейчас сказали, что они подписывают сделку с Китаем на поставку нефти, и очень большой шанс, что будут расплачиваться не в долларах, а в китайских юанях. И большинство стран сейчас, которые имеют валютные счета вот, в Мировом фондовом банке, они сейчас начинают думать, что может не стоит держать в долларах, потому что завтра, если Америка решит или что-то ей не понравится по поводу какой-либо страны, она может их просто заморозить. Поэтому валютный фонд сейчас вот многие страны начинают задумываться, стоит ли его разделить. Не только в долларах держать, но и там в юанях, например, и так далее, как бы, чтобы не подставляться под возможность, что если будут какие-то санкции по отношению к этой стране, то она вообще останется без денег. Ну вот такие вот интересные моменты, опять же, просто не совсем тематичный, так сказать, ролик, а именно вот меня там попросили, что про лаборатории говорят в Канаде, и то, что вот я интересное заметил, пока смотрел толком, я вот пытался серьезно найти очень много, что говорят, но ничего почти что не говорили про лаборатории, потому что они как бы тоже не сильно хотят, потому что если завтра найдут лаборатории, что будет дальше? Вот
что они, это только подставит их, а подставляться даже для Америки им не очень хочется. Как бы. Поэтому они это осветили в плане того, что большей частью, что сказала Америка, что сказала Россия, что сказал Китай. И есть пару людей, которые пишут свои публикации в газетах, они там написали, что вот там, я нашел там одного, написал ему сейчас mail такой длинный, потому что он просто гонит и врет, и как бы он как бы да признает, что может быть есть лаборатории на Украине, но он считает, что это недостаточный повод для России заходить в Украину, и он считает, что да, НАТО расширяет границы, и да, как бы Россия говорила много раз, что вот не надо расширять границы, но он тоже считает, что это недостаточный повод для России заходить в Украину. Я, короче, прочитал, там очень длинная статья, он там написал очень много, я ему просто написал, что он врун, и что все, что он написал, есть вещи, которые, да, правильно, да, война не должна быть ни под каким оправданием, потому что война это жестоко, война это плохо, умирают люди, но хотя бы он мог бы не врать во всех своих там, почему так, почему не так. Вот, ну, я вот как-то пытаюсь тоже внести свою лепту более-менее в то, чтобы люди понимали. Кстати, в Твиттере, замечу, очень многие пишут про две стороны медали. Один есть пользователь, который так и называется, в переводе с английского он называется «Знаю две стороны». Вот. И он там пишет про... Не то, он не оправдывает войну России в Украине, но он пишет там про то, что Запад должен посмотреть прежде всего на себя, и что информацию, которую дают людям на Западе видеть, должна включать обе стороны. Не только как страдает Украина, но и почему вообще эта война началась. И он тоже пытается показать, что война в принципе началась не только из-за того, что Россия зашла в Украину, а из-за того, что Запад толкал Россию к этому дню очень долго. Вот 8 лет Запад толкал потихоньку Россию к этому дню. 8 лет. Я до сих пор даже пытаюсь вот понять, как люди, которые живут в этих странах, в западных, как бы они еще не начали как бы возникать по этому поводу, но я думаю, что в какой-то момент начнут, потому что, опять же, вижу, что происходит в сети, вот в Твиттере, например, большей частью, и все больше и больше людей начинают как бы поднимать вопросы, которые очень серьезные, и той части, которую занимает Америка во всей этой войне, и как это привело к этому, и так далее. Я думаю, что Америка, может быть, даже сама себе и навредила немного. Как бы Россия, конечно, упадет серьезно из-за всего этого, и финансово, и потом будет очень долго подниматься, но Америка, толкая Россию к этому поступку, к этой войне, я думаю, что себе навредила не меньше, потому что, во-первых, ее экономика упадет очень сильно, во-вторых, вера в Америку у людей пошатнется очень сильно, и в НАТО тем более, и уже как бы люди перестали верить НАТО, потому что, ну, НАТО, когда ему выгодно, делает все, что хочет, даже без одобрения ООН, как, например, в Югославии. А когда тут вроде как с одной стороны и люди гибнут, и все, а НАТО как бы молчит, боится. Вот просто боится. Он, в принципе, сказал, боюсь идти на Третью мировую войну, начинать Третью мировую войну с Россией. Но если вы боитесь, и вы, в принципе, были созданы для того, чтобы защищаться от России, защищать Европу от России, ну так я не понимаю, для чего вы тогда вообще нужны, если вы все равно боитесь начинать войну с Россией. Вот завтра нападет она на Литву, например, и что вы сделаете? Опять экономические санкции? Надеюсь, что не нападет на Литву. Я не думаю, что нападет на Литву. И очень сомневаюсь, потому что, опять же, НАТО показал себя, что на сегодняшний день, я думаю, даже если бы Украина зашла в НАТО, это не сильно бы как-то угрожало России, на мой взгляд, потому что НАТО себя показало с очень плохой стороны. Я думаю, что очень многие страны сейчас начнут думать два раза, входить им в НАТО или нет, или просто защищаться самим и делать мирные отношения с соседями, как бы, и этим, в принципе, уходить от возможности войны, вместо того, чтобы как-то надеяться на организацию, которая, как себя показала на Украине, просто полный отстой, потому что просто ничего не сделали. Опять же, я не хочу, чтобы они сделали, потому что не хочу, чтобы война была еще больше, но с другой стороны, как бы, ну слушайте, ну как бы их в принципе создали для защиты Европы.
и они не могут ничего, никого защитить и не хотят. Ну, вот так вот. Тут как бы получился такой ролик, немножко намешано оттуда чуть-чуть, но я думаю, что я говорю правильные вещи, как бы, и даже если это все в принципе связано, даже вот кажется, как бы я чуть намешал того, но на мой взгляд все связано, и как бы на ваше усмотрение. Очень рад, когда люди мне пишут и просят осветить то или иное. Пишите, я буду рад проверить, я буду рад высказать свое мнение, мое личное мнение на эту тему. Как бы, или если там вам надо перевести какие-то статьи или какую-то тему, что там в Канаде или что в Америке думают, я всегда буду рад вам помочь. Пишите, у меня есть телеграм-канал, ну не канал, извиняюсь, я вот открыл, до телеграм-канала я еще не дошел, открыл в телеграме, так сказать, аккаунт, под роликами я ставлю свой телеграм, как бы, и если вам что-то интересно, если вам хотелось бы что-то, чтобы я сделал, я могу это иногда пропустить в YouTube, если комментарий, но хотя, в принципе, проверяю все комментарии. Но вот если что-то более такое, или если вы не хотите, чтобы знали, кто попросил, или как попросили и так далее, пишите мне напрямую в Телеграме, и я попробую помочь осветить то, что вы хотели бы видеть и так далее. Спасибо за внимание.